Сегодня я вам расскажу, как пользоваться DEX биржами на Тоне, как торговать токенами NotPixel и что нас ждет дальше по цене NotPixel. Видос будет максимально информативный и полезный, поэтому заранее поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Я хотел вчера снять видео про NotPixel, листинг, про токены, как забрать, как получить airdrop, но вчера просто все легло, потому что огромное количество людей начало забирать свои токены PIX, листинг произошел раньше, чем ожидалось, люди не могли забрать свои токены, кто-то уже с каким-то образом смог забрать, кто-то уже торговал, короче, полный происходил вчера. Поэтому я вчера не снимал видео, снимал для вас, когда все устаканилось, когда наконец-таки можно нормально забрать токены. Я, чтобы вы понимали, ждал клейма своих токенов 3 часа. Даже больше 3 часов я ждал, чтобы забрать свои токены. У меня первые токены пришли через час-полтора часа. И потом еще через 1,5 часа другая партия токена пришла. То есть я в приложении Earn фармил, я забрал отсюда, и в самом NotPixel тоже забрал токены. Как забрать токены? Если вы фармили в Earn, то переходите в Earn, нажимайте Claim, вас перекинет в токен Table, подключайте свой кошелек, с которого вы фармили, и забирайте свои токены. Максимально все просто. В приложении NotPixel тоже там есть кнопочка Claim, и на ваш кошелек, который у вас был подключен, вам придут ваши токены. Но чтобы забрать токены, вам нужно, чтобы у вас на балансе был 0,3 тонн. Да, 0,3 тонн, и где-то 0,14-0,13 вам еще потом вернется. То есть вы заберете токены, и вам остаток вернется на баланс. Поэтому 0,3 тонн это минимум, что у вас должно быть на балансе, желательно больше. Все, токены мы забрали. Где смотреть график NotPixel? Потому что на биржах он не залистился. И вообще, что такое DEX? Давайте перейдем к этому. А перед этим, пожалуйста, поставьте видосику лайк, потому что это помогает продвигать видео. Я для вас стараюсь, а вы поддержите лайком видосик, пишите комментарий, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал Bendy Gang, ведь там выходит самая топовая информация по криптовалютам. Ссылочка в описании. Так как у нас токен залищен на DEX бирже, мы можем смотреть график на DEX скринере. Что это такое? Это у нас DEX скринер. Соответственно, скринер по DEX, он показывает информацию по DEX биржам, где что, где находится. Короче, следить можно за токенами на DEX здесь. Базовую такую информацию смотреть, объемы смотреть, ликвидность, все это вот. Это опять же, это не про сегодня, потому что если я расскажу, как анализировать токены, этот видос затянется на час минимум. Что у нас происходило на листинге? На листинге у нас происходили очень интересные вещи. Токен залистился довольно-таки по хорошей цене для DEX, очень хорошая цена, около 0,6, да, это очень хорошая, 6 центов. Очень вкусная цена. Но, знаете, что сделали разработчики? И правильно, что они так сделали, потому что вначале на листинге залетают снайперы. Есть такие люди, которые торгуют софтом, и они, как только токен листится, они сразу с помощью софта его максимально быстро покупают, соответственно, они забирают самый большой профит. Но это с помощью софта обычные люди тут вообще никак не смогут им противостоять, как-то с ними заработать. Поэтому те, кто залетал от софта, они залетели здесь вот где-то внизу, и дальше они распродаются где-нибудь здесь, да. И что сделал NotPixel? Они просто взяли и в стакан слили 120 тысяч токенов NotPixel, тем самым обрушив цену с 6 центов до 2 центов. Даже вот меньше тут было, до 15 центов упало. То есть они просто взяли и в стакан слили вот такой вот одной большой свечой на 78%. И те, кто заходил тут в начале, соответственно, очень жестко потеряли. И потом, скорее всего, продавались в убыток. Сейчас цена вообще мертвая, она вообще никак не двигается, просто какой-то боковик с минимальной волатильностью. Давайте даже посмотрим. Вот с слоя до пика сколько волатильность. Хотя нет, 30% неплохо, он просто вот так надо сделать, чтобы было понятно. Вот, короче, туда-сюда график ходит. Все, что ниже 2 центов, я считаю, можно добирать спокойно, потому что листинги будут на биржах. Почему вышла такая цена? В любом случае, мои таргеты это $1 и выше. Но это были таргеты при условии, что будет листинг на CEX биржах, в том числе Binance. Листинга на Binance не было, потому что они решили сделать все по-старому. Раньше как было? Раньше все токены выходили на DEX биржах, потом, когда там они проторговывались, набирали свою аудиторию, свои объемы, их уже листили на CEX бирже. Некоторые биржи даже бесплатно листят, потому что они хотят получить эту аудиторию. На CEX бирже проще, CEX это централизованная биржа, на ней проще торговать, там максимально все просто, кнопочки купил, продал, все сделано как бы для людей, чтобы они торговали. На DEX чуточку посложнее, там немножко другое устройство, мы об этом поговорим чуть позже. Но суть в том, что некоторые биржи бесплатно листят. И это было, наверное, мне кажется, тоже один из факторов, почему NotPixel так сделали. Чтобы их некоторые биржи залистили бесплатно. С другими биржами они там договорятся, но в любом случае листинги будут на всех топовых CEX биржах, я уверен в этом, потому что проект максимально сильный, раздали огромное количество бабок. Даже те, кто донатили, они окупили свой airdrop. Там в среднем, вот Саша, разработчик NotCoin, NotPixel, выложил, что там минимальный дроп $40,
средний 120 баксов, то есть, достаточно хорошо раздали, потому что пробурило очень много людей. Вот, поэтому по цене я жду дальше рост, но только после листингов на CEX биржах. Когда они будут, вообще неизвестно, нет никакой информации, даже примерно, поэтому все, что ниже 2 центов, можно спокойно добирать, я буду покупать все, что ниже 2 центов. Вот здесь я еще не успел купить, сегодня цена чуть ниже, я бы сказал, 2 центов, надо, чтобы она еще проторговалась, вот может кто-то сейчас будет разбираться с DEX биржами, как зайти, как продать, и те, кто разберутся, продадут, соответственно, цена еще ниже упадет, поэтому буду я откупать все, что ниже 2 центов. Опять же, хорошо, что я здесь ничего не покупал, не продавал. Тут продать можно было, но, опять же, кто знал, что разработчики 120 тысяч токенов просто в стакан сольют, чтобы побрить тех, кто залетел в начале. Но, опять же, такой сделали шаг, чтобы побрить этих снайперов, которые тут в начале залетали, чтобы они в убыток начали продавать. А те, кто холдеры, те, кто верит в проект, они как бы ни тут продавать не будут, они будут ждать листингов на CEX бирже. А остальные, те, кто хотят быстрее забрать бабки, они сольют по такой цене на самых лоях. Как бы тут и не надо объяснять это. Поэтому листинги, когда будут на CEX биржах, на Bybit, на OKX, на Binance, тогда цена будет расти. Сейчас мы, скорее всего, будем в таком боковике торговаться, возможно, какие-то пампы, дампы будут. Но в любом случае цена 1 бакс это таргет мой и все, что выше. Но это после листингов на централизованных биржах. Объем торгов у нас неплохой, 13 миллионов долларов по соотношению к капитализации 51 миллион, что довольно-таки хороший объем. Несмотря на то, что некоторые не разбираются, как работает DEX биржа, как на ней торговать, то объем очень даже ничего. И давайте уже перейдем к тому, что такое DEX биржа, как ей пользоваться. Сегодня я покажу на примере StoneFi и TheDust, но больше буду на StoneFi показывать, потому что мне StoneFi больше нравится, чем TheDust. На TheDust просто конские комиссии и объем торгов гораздо меньше, чем на StoneFi, поэтому я пользуюсь StoneFi. Переходим к DEX бирже. DEX биржа у нас выглядит так. У нас есть пул, и мы в этом пуле можем свапать токены. Да, это не как на CEX, там нету кнопочек купить, продать, нету графиков, такого тут нету. Потому что тут у нас работает все немножко по-другому. Давайте я объясню, как работает CEX биржа, и потом расскажу, как работает DEX биржа. Смотрите, на CEX бирже, когда вы переводите токены на биржу, соответственно, вы переводите токены не на свой кошелек, вы переводите токены на кошелек биржи. То есть любые транзакции на биржу, это вы бабки даете бирже, а биржа уже по адресу контракта, который вам дается, чтобы вы пополнили биржу, она уже у вас на балансе отображает деньги. Но деньги эти, они условно ваши, но не лежат на балансе биржи. Поэтому, если биржу взломают, украдут их кошелек, что-то случится с биржей, то все ваши бабки пропадут. В случае с DEX биржами такого нету, потому что вы тут свапаете токены внутри своего кошелька. То есть вы подключаете кошелек, вот в правом верхнем углу подключаете кошелечек, и с помощью этого кошелька вы торгуете прямо внутри кошелька, внутри блокчейна. Вы не даете свои средства третьим лицам, вы торгуете на своем кошельке, поэтому DEX биржи, они более безопасны. Тут не надо проходить KYC, верификацию, тут ничего не надо, потому что вы пользуетесь своим децентрализованным кошельком и с помощью него внутри кошелька, внутри блокчейна свапаете токены. Если на CEX бирже вы можете купить, продать, там есть графики, там нет пулов ликвидности, там вот биржа, она закупила себе токены на баланс, и все, эти токены потом может продавать людям. А тут именно все работает с помощью пулов. Что такое пулы? Давайте перейдем во вкладочку Pools. Вот есть, допустим, пул PIX тон. То есть, чтобы на DEX бирже можно было свапать токены, допустим, тон на PIX, PIX на тон и на другие токены, нужен пул. Пул — это 2 токена, то есть, такая бассейн, где есть 2 токена, и они должны быть в равных количествах, чтобы люди могли менять эти токены друг на друга. И вы можете тоже добавлять токены в этот пул и фармить комиссии. Вот. Поэтому на DEX бирже все работает через пулы, то есть добавляется пул, делается пул, создается 2 токена, они соединяются рядом, и люди могут добавлять свои токены туда и фармить комиссии. И сами разработчики тоже создают пул, закидывают туда тоны, закидывают туда пиксели, чтобы люди могли туда-сюда свапать, чтобы была ликвидность в пуле, чтобы можно было менять токены, при этом сильно не воздействуя на цену вверх или вниз. Поэтому чем больше ликвидности, чем больше денег в пуле, тем меньше будет волатильность, поэтому если в пуле очень мало денег лежит, то вы с помощью одной покупки можете отправлять цену в космос. Вот так работает DEX биржа. Вот, собственно, свапалка — это чтобы именно менять, пулы — это чтобы именно добавлять ликвидность в пулы, стейк — это можно стейкать, но тут можно стейкать только токен Stone, то есть токен StoneFi. И есть вкладочка More, но там ничего интересного нету. Всего лишь вот 2 кнопки, и все, вот на этом вся DEX биржа. Но при этом тут можно торговать токенами, которые нету на CEX биржах. Вот, вы можете выбрать какой-нибудь любой токен, допустим, вот Red, да, или Storm вы можете выбрать и взять ваш тонкоин, свапнуть на токен Storm. 1 тонкоин, 221 Storm. Нажимаете swap, нажимаете подтвердить,
в вашем кошельке, подтверждаете транзакцию. Если вы уже на телефоне, то у вас сразу высветится. Если вы на ПК, то вам придет уведомление на ваш кошелек, надо будет подтвердить транзакцию. И вы свапаете, соответственно, токены, и у вас написано, сколько комиссия будет, price impact написан, это изменение цены, которое возможно, и сколько минимум вы получите токенов. То есть вам показывает 211, но с учетом колебаний цены, слипage вот 1%, то вы можете получить 209 минимально, максимально 211 токенов. Вот. Так это работает. Вы просто внутри пула меняете тон на Storm, Storm меняете на тон, и также там Pix меняете на тон, либо тон на Pix. Точно так же все работает с помощью пулов, это все отлично работает. Я свои токены закинул в пулы уже, чтобы у меня ликвидность фармилась, то есть я фармлю комиссии, вот у меня есть пул, я фармлю, вот у меня 313 баксов лежит в пуле, я сюда закинул add liquidity, добавил ликвидность и сюда закинул в пул токены, и потом добавил еще LP фарминг, то есть мне даются LP токены, которые подтверждают мое право на то, что токены в пуле это мои, чтобы потом можно было их забрать. Я тоже закинул LP токены в фарминг, и вот, соответственно, получаю вознаграждение. Пока что у меня накапало 8 центов, а в день у меня доходность 4,45. Вот так это все работает, максимально все просто. Как-то так. Я надеюсь, я понятно объяснил, что DEX это торговля с помощью пулов. Вначале токен листится на DEX бирже, потом он добавляется на CEX, потому что либо команда проекта предоставляет токены CEX бирже, либо CEX биржа сама на DEX откупает токены и потом их предоставляет для возможности торгов на своей бирже. Вот так это все работает, максимально просто, понятно. Если непонятно, то пишите в комментариях, буду еще подробнее снимать видео. Мои цели по NotPixel, опять же, я не продаю, буду только откупать, если будет цена ниже 2 центов, потому что я жду листинги на CEX биржах. Я считаю, что это грамотный ход от разработчиков, потому что они тем самым дали, снайперам не дали заработать. Дали выйти всем тем, кто хочет выйти, и оставились только холдеры и покупатели. Поэтому цена может в каком-то диапазоне таком болтаться, когда будут листинги на CEX биржах. То есть, прикиньте, токен листится на централизованной бирже, и он сразу дает такую палку вверх. Ну, так всегда рисуется. И люди такие заходят: о, какой-то новый токен, он сильно вырос, покупаю. А продавцов-то нету столько. Поэтому за счет того, что продавцов будет меньше, потому что они же все повыходили, а новые листинги будет новое количество, огромное количество покупателей, то цена на токен будет расти. Поэтому это очень грамотный ход. Команда NotPixel сделали красиво. Да, в моменте надо потерпеть, подождать. Но на дистанции это очень грамотный ход. Такие вот мои мысли. Что думаете вы? Пишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал Bendy Gang, он полностью бесплатный. Переходите туда в него, и тут очень много полезной информации по криптовалюте, мои некоторые действия по крипте. Если вы хотите получать более подробную информацию о том, что я делаю, какие я токены покупаю, сигнал на спот, на фьючерсы, курс по торговле, DEX торговли, то можно это все получить в криптобазе. Это мое закрытое сообщество, попасть в него можно по ссылочке в описании, ознакомиться, что там есть. Там очень много всего, очень интересно, поэтому переходите по ссылочкам в описании. В закрытое сообщество криптобаза. Также запустил помощь в инвестировании. Если вы новичок, не понимаете ничего в крипте, то я могу вам помочь составить портфель. Мы с вами созвонимся, все обсудим. Это тоже все ссылки, полезные в описании. Обязательно переходите, подписывайтесь, залетайте в криптобазу и будем с вами вместе зарабатывать бабки на криптовалюте. Но это был Bendy Крипто. Меня зовут Никита Грин Bendy. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи, всем пока!